привет! Сегодня мы начинаем обзор квартиры в центральной части города Киев. С вами я, Виктория Дронова, дизайнер интерьера с 14-летним стажем. Итак, погнали! Начнем мы наш обзор с прихожей, с чего начинается любая квартира. В прихожей мы сделали скрытый шкаф, который вы сейчас визуально практически не видите. Он выкрашен в тон стен. Задача прихожей состояла в том, чтобы курьеры, соседи не попадали сразу к вам в жилую часть и не видели вас, как вы ходите в халате или, например, курите кальян. Задача прихожей состояла в нескольких деталях. Первая деталь – шкаф скрытого монтажа, в который можно прийти и раздеться. Зеркало в полный рост, когда могу встать посмотреться. Ключики, которые могу бросить сюда, либо поставить маленькую сумочку. А также нескучная перегородка, которую мы разбавили динамическим светом, светодиодная подсветка, спрятанная за профилем. В прихожей стояла дилемма – сделать два санузла. Один санузел сделать хозяйский, второй санузел сделать для гостей. Хозяйский санузел мы оставили как есть, но санузел, который мы планировали сделать гостевым, отдали в пользу гардеробной, она же и кладовая. Живет она вот здесь. Также хочу сказать про двери. Двери скрытого монтажа. Чем они хороши? Они не бросаются в глаза, визуально практически незаметны. Покрытие дверного полотна мы сделали в декоративной штукатурке, так же самое, как оформлена здесь стена. С внутренней стороны у нас дверь выкрашена в цвет нашей гардеробной. В своих проектах я зачастую использую свободное пространство. Как и в этом проекте, я использовала кухню с гостиной. Кухню мы сделали очень высокую, для того, чтобы можно было использовать максимально места для хранения. Фасады у нас крашены МДФ в матовой покраске, столешница у нас акрил. Также мы сделали вставочки в виде ДСП Эгер, производства Австрия. Из встроенной техники мы использовали духовой шкаф, который 2 в 1. В ней можно разогревать, а также делать всевозможные изделия и выпечку. Плитка у нас индукционная, варочная поверхность называется. Смеситель мы сделали с 2 носиками. Из одного смесителя у нас поступает централизованная вода, второй смеситель мы отдали предпочтение под осмос. То есть вы можете из крана мыть посуду, из другого носика получать питьевую водичку. В своих проектах я зачастую стараюсь максимально отдать предпочтение технике. Як кажуть, я господиня, я не посудомийка. В данном случае так же самое я поставила в этом проекте посудомойку 60 сантиметров, которая позволяет использовать одновременно мытье от 6 до 12 приборов. Рабочий фартук мы использовали 6-миллиметровое каленое стекло в покраске. Сверху, как вы видите, подсветка рабочего пространства в виде светодиодной ленты. Наша барная стойка такой же самой плоскости по высоте, как и рабочий стол. Здесь можно спокойно сесть, выпить кофе или пообщаться со своими друзьями. Нашу гостиную мы разделили визуально на 2 зоны. Одна зона релакса, где нахожусь сейчас я. Здесь у нас доминирует большой диван. По просьбе наших клиентов мы его сделали раскладным, для того, чтобы могли бабушки, дедушки, либо желаемые гости остаться. Зона обеденной группы у нас в виде стола. Стол мы сделали раскладной. В данном случае он сложен 1,40 м. Когда раскладывается, он добавляет дополнительно 40 сантиметров. И там может разместиться до 8 персон. Большое внимание мы уделили освещению в этом проекте. Если вы обратите внимание, их существует здесь несколько. Проговорим их. Первая группа освещения – это накладной трек со своими светильниками, который включается обособленно. 2 подвеса, которые дают классную подсветку нашей барной стойки. Выключив полностью полный свет, мы создаем комфортное освещение, которое не мешает ни читать, ни посмотреть фильм. Лучи, так называемые, которые живут у нас в зоне обеденного стола и создают интересную атмосферу комфорта.
Основное освещение мы сгруппировали на потолке в виде встроенных светильников черного цвета, которые очень классно вписываются с нашей черной техникой. Хочу обратить внимание на полезную фишку. Это светодиодная подсветка над рабочей поверхностью кухни. Достойное внимание всегда и везде, во всех проектах уделяю спальне, ведь это философия жизни. Здесь человек засыпает и просыпается со своим личным настроением. Эта спальня получилась 30 квадратных метров. Ого, скажут некоторые из вас. Это практически целая квартира. Так и есть. Здесь не захотела ничего доращивать, ничего ужимать и ничего пересекать. Данную спальню мы поделили на две зоны. Одна зона принадлежит зоне сна, где я сейчас нахожусь. В ней находится двухспальная большая кровать, две прикроватные тумбы. Напротив находится комод, будущий телевизор и туалетный столик. Сзади меня находится через стеклянную перегородку, которая создает воздушное пространство и не делает секущую глухую стену, гардеробная. Гардеробная, хочу сказать, на просвет работает еле-еле. Если включить свет, да, ее видно. Если же свет выключен, ее практически незаметно. Нашу гардеробную мы создали из ДСП. Я считаю, что очень круто, потому что текстура дерева на высоте. И самое прикольное, что есть в нашей гардеробной, это подсветочка, которую можно включать и выключать по желанию. Ну и шухлядочки, их никто не отменял. Раз, два, три. Ткань на портьерах мы использовали плотную, посадив ее на подкладку для комфортного сна. Как вы видите, мы использовали два цвета в поддержку наших обоев на стене. И напоследок наш потрясающий санузел, который получился довольно-таки немаленьким, квадратов 7 так точно он у нас вышел. У некоторых такая кухня, на зависть жильцам. Сделали большую кабинку душевую, 1,20 на 1,10 м. В него поставили очень классный гарнитур скрытого монтажа. Кому нравится петь, не исключено. И, конечно же, фавориты мои. Это унитаз навесной. Спасибо дизайнерам, которые их придумали. Выдерживает 350 килограмм, не боятся настоящих мужиков. Так что здесь можно ходить не только на заседания, но и как в душе продолжать свое пение. Гигиеническую леечку тоже никто не отменял. И пару слов о смесителе скрытого монтажа. Не стоит их бояться. Если выбрать хорошего производителя и достойно сделать монтаж, смеситель прослужит многие годы. Я, например, такие смесители очень часто ставлю в свои проекты и без них уже жить не могу. Овальную раковину, красивую, большой формы мы разместили на парящей тумбе. С таким же самым подходом мы сделали пенал, который как бы висит в воздухе. Здесь находится технический узел по очистке воды компании Aquantis, моих постоянных партнеров. Система по отоплению у нас предусмотрен тепловой насос, воздух, вода, который предоставляет нам не только тепло по отоплению, но и также горячую водичку. И в завершении нашего обзора хочу сказать с уверенностью, что реализация дизайна данной квартиры прошла полностью в соответствии с концепцией нашего проекта.